Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Лялин Константин. Я представитель Центра компетенций НТИ «Сенсорика» Национального исследовательского университета МИЭД. Предлагаемый вам курс посвящен одной из наиболее распространенных технологии сенсорика. Что же это такое? В быту все мы используем, например, электронные термометры, сенсорные экраны, видеокамеры, проходим через автоматические двери с датчиками движения и тому подобное. Все перечисленное можно отнести к неким устройствам, воспринимающим изменения окружающего мира, при этом перечисленные технические средства имеют некую структурную и технологическую общность, которую можно выделить в отдельную единую технологию. Итак, что же такое сенсорика? В дальнейшем, в рамках нашего курса, термином сенсорика мы будем обозначать технические средства и системы восприятия, распознавания и взаимодействия с реальным миром. По своей структуре современные сенсоры можно разделить на чувствительный элемент, схему преобразования в информацию об измеряемой величине и подсистему восприятия. Если обратиться к известной карте технологий, то на ней можно выделить некие технологии-доноры по отношению к технологии сенсорики, которые обеспечивают воплощение и развитие составных частей сенсоров в соответствии со структурой на предыдущем слайде. И технологии-акцепторы, воплощение и развитие которых обеспечивается именно технологией сенсорики. Итак, технологии-доноры. Для реализации чувствительных элементов и преобразователей необходимы технологии микроэлектроники, организации производства и технологии создания новых материалов и веществ. А для подсистем восприятия, наряду с микроэлектроникой и организацией производства, требуются, несомненно, когнитивные технологии и технологии искусственного интеллекта. В настоящее время и в среднесрочной перспективе технологии сенсорики будут наибольшее влияние оказывать на технологии дополненной реальности, развитие которых потребует все более компактных и чувствительных сенсоров, на квантовые коммуникации, то есть появление квантовых сенсоров, новые системы связи, требующих создания каналов на новых физических принципах для передачи и приема информации. Новые технологии организации производства, особенно роботизированного, требуют развития новых сенсорных систем и наоборот. Развитие технологии сенсорики позволит преодолеть барьеры по созданию средств сбора сведений для геоинформационных систем. Применение сенсоров контроля биологических параметров растений и животных позволит снизить количество антибиотиков и пестицидов и, соответственно, повысить качество питания. И, конечно же, развитие средств диагностики на основе максимального количества сенсоров параметров жизнедеятельности человека даст толчок развитию технологий здоровья человека. Сенсорика позволяет преодолеть те барьеры в развитии технологий из карты технологий, которые были перечислены выше. Например, в сфере организации производства это барьер по сбору многопериметрических данных сенсоров в режиме реального времени, в сложных условиях эксплуатации систем контроля и с обеспечением их автономности. В сфере геоинформационных систем необходимо создать средства сбора оперативных данных об экологической и гидрофизической обстановке в мировом океане, оснащенные системой оперативной передачи данных. Это позволит создать средства для экологического мониторинга и определения загрязнения акваторий. Также необходимо разработать системы, позволяющие осуществлять автоматическую классификацию свойств ледового покрова или грунта для выбора оптимального маршрута движения наземных объектов или водных судов с учетом состава влажности грунта и толщины ледового покрова. Также необходимо создать высокоточные, актуальные, базовые пространственные данные для создания и внедрения технологий цифровой экономики. Для городов с масштабом не меньше, чем 1 к 2000, для сельхозрайонов не менее, чем 1 к 5000, а для лесных и иных территорий не менее, чем 1 к 10 тысячам. В сфере развития технологий здоровья человека необходимо разработать средства и алгоритмы выявления событий, требующих немедленного реагирования, с чувствительностью и специфичностью не ниже лучших мировых практик. Необходимо разработать и создать алгоритмы выявления событий, требующих немедленного реагирования по данным электрокардиограммы с чувствительностью и специфичностью не менее и не ниже лучших мировых практиков. На сегодняшний день отсутствуют эффективные решения для дистанционного мониторинга состояния человека, оператора крупных объектов и водителей крупного транспорта. И эта задача актуальна для снижения аварий, связанных с человеческим фактором.
Чувствительный элемент – это есть преобразователь физических величин. В настоящее время носителем передаваемой информации являются электромагнитные колебания. Поэтому большинство чувствительных элементов преобразуют физические величины в электрические сигналы, токи и напряжение. Например, в последние годы основные единицы измерений системы Си были привязаны к фундаментальным константам. В частности, 1 килограмм теперь выражается через постоянную Планка посредством весов Кибла или ватт-весов. В таких весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой с электрическим током. Таким образом, массу объекта можно найти за счет равенства электрической и механической силы. То есть, фактически, мы имеем сенсор массы. Приведем несколько примеров чувствительных элементов, разработанных в Центре НТИ Сенсорика для преодоления указанных в первой части курса барьеров. Реализация данных чувствительных элементов потребовала разработки микроэлектронных технологий и расширения имеющихся в Центре НТИ технологических возможностей. Например, сенсор расхода газовых сред используется в датчиках потока газов, который широко применяются в разных областях реального сектора экономики. Например, в медицинской отрасли это контроль потока воздуха и газов в аппаратах искусственной вентиляции легких и анестезиологическом оборудовании. Автомобильной отрасли это датчики массового расхода воздуха. В нефтегазохимической промышленности это учет контроля расхода подачи газов для транспортировки и производства. В высокотехнологичных отраслях микроэлектроники и биологии учет контроля расхода подачи газов в чистых комнатах. В подразделениях спецсвязи это контроль утечек воздуха в кабелях передач. Разберем принцип работы сенсора расхода газа. Принцип основан на измерении температуры в области локализации термочувствительных элементов на гибкой многослойной диэлектрической мембране, обусловленном скоростью потока газа. В настоящее время в Российской Федерации производятся датчики расхода газа на основе проволочной технологии. В отличие от пленочной, такая технология имеет в сотни раз большие размеры. Чувствительность и быстродействие на порядок хуже. Для реализации данного чувствительного элемента потребовалось разработать топологию тонких пленок и технологию производства изделий нано- и микросистемной техники с латеральными размерами элементов менее 100 нанометров. Уникальностью разработки является использование 3D-сборки при создании сенсора, включая операции временного бондинга, что позволило объединить в одном кристалле чувствительный элемент и схему обработки сигнала. Это позволило преодолеть барьер технологические решения в области чувствительных элементов, обеспечивающие точность определения параметров окружающей среды не ниже 99% и временным откликом не более 10 миллисекунд. На основе данного сенсора в дальнейшем и микрофлюидной мембраны был разработан прибор газоанализатор, являющийся уже сенсорной системой. Рассмотрим следующий пример чувствительного элемента только в области обнаружения ультрафиолетового излучения. Примером такого сенсора является солнечно-слепой фотокатод. Его применение возможно в устройствах для визуализации излучений и изображений, в системах технического зрения робототехники, а также в диагностике коронных разрядов линий электропередач, при диагностике нефтедобычи, например, онлайн-контроля промывочных вод, и в бесконтактном мониторинге территорий, зараженных радиоизотопами и тому подобное. Ключевым преимуществом солнечно-слепых ультрафиолетовых фотокатодов является то, что они нечувствительны к излучению видимого диапазона, что позволяет работать и в дневное время, без использования специальных фильтров, которые значительно ослабляют полезный сигнал. Принцип работы ультрафиолетового преобразователя заключается в том, что изображение объекта проецируется на входное окно 2 и поглощается в объеме сенсорно-преобразовательного слоя входного окна. Это алмазная пленка с СИФ-центрами на любом материале входного окна, прозрачном для излучения в диапазоне 730-740 нанометров, где в плоскости алмазной пластины генерируются пропорционально освещенности неравновесные электронные дырки. Последние, захватываясь СИФ-центрами, излучательно рекомбинируют с рождением квантов света длиной волны примерно 738 нанометров. Их число пропорционально интенсивности распределения входного ультрафиолетового изображения в плоскости входного окна электрооптического преобразователя.
преобразователя. Результатом взаимодействия является прямое пропорциональное спектральное преобразование ультрафиолетовой картины изображений в оптическое изображение на длине волны 738 нанометров. Полученное изображение объекта попадает на фотокатод 3, осажденный на тыльной стороне входного окна 2 и имеющий высокую квантовую эффективность с максимумом чувствительности в диапазоне 730-740 нанометров, который пропорционально преобразует его в двухмерное изображение в фотоэлектронах. Фотоэлектроны двумерного изображения ускоряются полем, их энергия и число пропорционально преобразуются микроканальной пластиной 4 во вторичные электроны. Затем вторичные электроны картины изображения ускоряются полем в каналах микроканальной пластины, испытывая вторичное умножение их числа. И выходя из каналов МКП, ускоряются и направляются на квантово-люминесцентный экран 5, преобразующий усиленную картину изображений во вторичных электронах в оптическое изображение в видимой части диапазона, выводимое из ультрафиолетового электрооптического преобразователя через волоконно-оптическую систему 6. Фотографии работы такого преобразователя показаны на рисунке, и можно убедиться, что данная камера работает и в темноте, верхний рисунок, и при наличии дневного света, нижний рисунок.